В современном мире мы сталкиваемся с разными проблемами, которые поджидают нас в интернет-пространстве. Многие из них обусловлены недостаточной приватностью, отсутствием или плохой защитой передаваемых данных, цензурой и геоблоком по доступу к определенным интернет-ресурсам. Но даже это мелочи по сравнению с возможностью перехвата, просмотра и отслеживания передаваемых вами данных через незащищенные интернет-соединения, общедоступные и неизвестные Wi-Fi сети, а также повсеместной слежкой за интернет-пользователями. Все это более чем актуально в мире, где все больше растет объем персональных данных, которые вам приходится передавать через интернет и которые передаются без вашего ведома сервисами благодаря той самой политике конфиденциальности и лицензионным условиям, с которой нам приходится соглашаться не читая, по понятным причинам. И все это на фоне растущей киберпреступности. И кроме того, многие интернет-провайдеры могут просматривать вашу активность в интернете, что, естественно, недопустимо. Уже многие пользователи для обхода региональных блокировок доступа к сайтам и информационным ресурсам, а также для повышения личной приватности и защиты данных в интернете, пользуются услугами прокси и VPN-сервисов. Но так ли они безопасны? В чем разница между прокси и VPN? И когда стоит их использовать, а когда необходимо просто соблюдать простые правила поведения в сети? Давайте разберемся в этом. С вами канал Python Hub Studio, и мы начинаем. Первое, что нужно, это понимать, как мы получаем доступ к сети интернет, а конкретно к сайтам и прочим ресурсам в сети. Ведь между вами и сайтом на самом деле много звеньев, и упрощенная схема выглядит следующим образом. Когда вы заходите в интернет, канал связи между вами и сайтом организуется через сервер вашего провайдера, то есть поставщика услуги интернет, он же маршрутизатор. Ваш провайдер без проблем может ограничивать скорость передачи данных, блокировать доступ к определенным ресурсам и в принципе без проблем видит, что вы делаете в интернете. Кроме того, в зависимости от организации у вашего провайдера может быть свой провайдер и так далее. Далее запрос поступает на один из центральных распределительных серверов, он же хаб, отвечающий за перенаправление запроса на определенный ресурс, и только потом отправляется на желаемый ресурс в сети. Кроме того, что ваше действие в сети может просматривать ваш поставщик услуг, так еще неизвестно, насколько безопасна его инфраструктура. И может ли кто-то вклиниться между вами и поставщиком услуг в канал связи и перехватить передаваемые данные. Так называемая атака «человек в середине». Особенно опасны общественные Wi-Fi сети без пароля, которые никак не шифруют передаваемую информацию. И в принципе все Wi-Fi, даже запароленные, так как это всего лишь вопрос доверия к тому, кто раздает этот Wi-Fi. Поэтому любители халявы особенно рискуют, думая, что подключусь и ничего такого делать не буду. Но ваш телефон в фоновом режиме постоянно передает конфиденциальные данные через приложения, работающие в фоновом режиме, приложения банков, социальных сетей и так далее. Поэтому, если у вас до сих пор включено автоподключение к доступным Wi-Fi, рекомендую его выключить. Но на самом деле не все так плохо. Благодаря криптографическим протоколам шифрования данных в протоколе передачи данных HTTPS, который пришел на смену простой передаче данных по стандарту HTTP. HTTPS не отдельный протокол, это тот же HTTP, который передается в зашифрованном виде. Существует два основных протокола шифрования, которые обеспечивают защиту данных в HTTPS подключении. SSL, который считается устаревшим с 2015 года, но все еще широко в ходу, и протокол TLS. Эти протоколы позволяют зашифровать передаваемую информацию и обеспечивают защиту от хакерских атак по принципу «человек в середине», когда пытаются перехватить информацию, передаваемую между вами и сайтом. При такой атаке хакер может просматривать всю передаваемую информацию, подменять ее, а также встраивать свой вредоносный код, если информация не зашифрована, а передается по простому стандарту HTTP. Однако, когда информация шифруется, если кто-то перехватит, то получит просто кашу, так как расшифровать данные, передаваемые по защищенному каналу HTTPS, могут только обладатели ключа дешифровки. Этот ключ дешифровки есть только у вас и у ресурса, к которому вы подключились, и даже ваш провайдер не видит содержания, а может только глянуть, куда вы зашли.
Именно об этом сигнализирует тот самый замочек, который вы видите в браузере перед адресом сайта. Значит, соединение защищено. Сайту выдан сертификат безопасности соединения на основе применения одного из протоколов шифрования, будь то SSL или TLS. И никто не увидит те данные, которые вы передаете. В противном случае, если соединение не защищено, то такому сайту ни в коем случае нельзя передавать никакие данные, пароли и так далее. Но следует отметить, что несмотря на то, что сами данные шифруются, все равно остается видно то, на какой сайт, страницу сайта вы зашли, что вбили в поиске, ваш IP-адрес, браузер и его версия, устройства, с которого вы вышли в интернет, а также объем передаваемых данных и ваше местоположение. Но это такое. Вроде все нормально. Вот краткая история развития протоколов шифрования от SSL 1.0 до TLS 1.3. Кстати, информацию о типе шифрования можно посмотреть, кликнув по тому самому замочку возле адреса сайта в браузере. Правда, не все браузеры отображают эту информацию подробно. Если есть история развития протоколов шифрования, значит, есть и история их взлома. То есть, по сути, наличие какого-либо сертификата не означает полную безопасность, так как параллельно с развитием протоколов шифрования растут и навыки хакеров по взлому этих протоколов. Чем новее сертификат, тем, естественно, лучше. Но кроме того, многие сайты грешат самоподписанными сертификатами и комбинацией HTTPS и HTTP протоколов на одном ресурсе. Такая комбинация возникает, когда основная страница сайта передается по шифрованному протоколу HTTPS, а вспомогательные материалы сайта, то есть картинки, информация из баз данных, стили оформления сайта, те самые CSS-файлы и JavaScript, подгружаются с отдельного сервера по HTTP, без шифрования. Это дешевле, проще, быстрее. И через этот незащищенный трафик злоумышленник легко может подгрузить свой код и получить доступ к зашифрованному содержимому, перехватив сертификат и подменив его своим, что открывает доступ к зашифрованной информации. Поэтому у вас в браузере, на ПК и на телефоне в настройках есть такой пункт: всегда использовать безопасное соединение HTTPS и предупреждать, если сайт его не поддерживает. Но если его включить, то многие сайты перестанут работать. Поэтому пользоваться услугами доступа к интернет нужно только у проверенных провайдеров, а не через неизвестные сети и тем более халявные Wi-Fi. А также не пользоваться устаревшими версиями браузеров, так как они могут не поддерживать новые методы шифрования. Кстати, вспомните, когда в последний раз вы просматривали настройки браузера, мессенджеров и прочих программ с целью отключения ненужных функций и просматривали настройки конфиденциальности, что позволит значительно уменьшить объем личной информации, передаваемой ими. А теперь, когда все ясно и понятно, пора переходить к теме прокси-серверов и VPN. Многие используют прокси и VPN-серверы для маскировки своего настоящего местоположения, чтобы получить доступ к запрещенным ресурсам и повышение своей приватности в интернете. Но в чем разница между этими технологиями? Какие дополнительные преимущества могут предоставить, и так ли они хороши и безопасны для использования? Сразу спойлер. Ответ неоднозначный. Для начала необходимо понять принцип работы и отличия между VPN и прокси. На самом деле эти технологии очень похожи, и начнем рассмотрение с прокси-серверов, как более старой и распространенной технологии. Прокси переводится как посредник, то есть промежуточный сервер, который может выполнять различные задачи. Они распространены повсеместно, и никто из пользователей о них не подозревает. Самый простой пример – это ваш поставщик услуги интернет, он же провайдер. Подобные прокси-серверы выполняют роль маршрутизатора, то есть регулируют скорость доступа, могут блокировать доступ к запрещенным ресурсам, ведут логи, то есть историю ваших действий в интернет. Другие перенаправляют трафик между сайтами и другими серверами для распределения нагрузки. Но нас в данном случае интересует тип прокси, который пользуется для скрытия своего местоположения и получения доступа к запрещенным ресурсам, а также повышения приватности в интернете. Схема выглядит таким образом при блокировке доступа к сайту на уровне центрального распределительного узла, он же хаб, отвечающего за доступ к группе сайтов, включая тот, к которому мы хотим получить доступ. Вы не можете получить доступ к запрещенному сайту, так как прекрасно видно, кто вы и на какой ресурс хотите зайти. Но здесь вступает в игру прокси-сервер. Вместо запроса к сайту напрямую, запрос посылается сначала на прокси-сервер, который находится, например, в другой стране,
но не обязательно. Сервер подменяет ваш реальный IP, местоположение и так далее на свой, или выдуманный, и посылает запрос на сайт от своего имени по альтернативному маршруту или через хаб. Это зависит от многих факторов: расположения серверов, интересующего сайта и вообще перенаправления трафика по сети. Обходя таким образом блокировку, а потом результат присылает вам. Как я уже сказал, видов и предназначений прокси-серверов очень много, и такие прокси тоже бывают разные по своему поведению и функционалу. Кроме того, что некоторые прокси могут не скрывать того, что запрос идет через них, соответственно, интернет-ресурс может блокировать такие запросы. Или вообще могут палить реальный IP-адрес пользователя, передавая его в заголовке запроса. Такое поведение зачастую у бесплатных и общественных прокси. Часто прокси могут кэшировать информацию и вести логи, то есть историю и всю информацию поведения пользователя. Кроме того, есть прокси, которые не поддерживают протоколы шифрования и передают информацию при помощи простого HTTP, а мы уже знаем, чем это может грозить. Самым прогрессивным прокси-сервером на данный момент является SOX 5 прокси. Такие сервера не передают информацию о IP-адресе пользователя, а также сеть и веб-ресурс не видит, что запрос идет от прокси-сервера, и взаимодействие идет как с реальным пользователем. Кроме того, большим плюсом является поддержка протокола HTTPS, что обеспечивает шифрование данных на всем пути. Поэтому на данный момент SOX 5 прокси являются самыми анонимными и безопасными прокси-серверами. Но в каждой бочке меда всегда найдется ложка говна. Вспоминаем первую половину ролика, в которой говорилось о HTTPS протоколах и конкретно про SSL и TLS шифрование данных. Дорисовываем схему. Любой прокси-анонимизатор полностью расшифровывает и просматривает инфу, которую вы передаете. Все дело в том, что защищенное HTTPS соединение между вами и прокси-сервером достигается при помощи не оригинального сертификата сайта, а сертификата прокси-сервера. Настоящий сертификат сайта находится у прокси и используется для общения с сайтом и расшифровки информации для того, чтобы ее переделать перед отправкой вам. То есть, сам прокси не просто видит, что вы делаете, но и может просматривать всю конфиденциальную информацию о вас. Вообще всю. Сразу как-то неинтересно стало. То есть, для начала нужно понимать, что использовать бесплатные прокси очень опасно, потому что неизвестно, с какой целью он был создан. Конечно, много добродетелей и альтруистов, но организация сервера стоит денег и ресурсов, и на чем-то нужно зарабатывать. Поэтому велик риск, что кто-то создал сервер для сбора конфиденциальной информации. Если пользоваться прокси, то только платными и проверенными, с множеством отзывов и четко прописанной политикой конфиденциальности и условиями использования, и в случаях, когда это необходимо. Кроме того, если блокировка внешнего ресурса происходит не на уровне распределительного узла, а на уровне вашего провайдера, то прокси не поможет с доступом к ресурсу, так как провайдер все равно видит, куда пойдет запрос, так как маскировка произойдет только на уровне прокси-сервера, и прокси не защитит от атаки человек в середине при использовании общественных и небезопасных сетей, так как даже если это SOX 5 прокси и соединение шифруется, то скорее всего это будет устаревший SSL-сертификат, а также никто не отменял, что хакер-мастер и шифрование SSL и TLS не поможет в небезопасной сети, где взломщик чувствует себя вольготно. А теперь о VPN. VPN переводится как «виртуальная приватная сеть». По сути, это тот же прокси, но с очень важным отличием. Для установки соединения с VPN-сервером используется специальный клиент. Это программа, которая устанавливается на телефон или ПК, в которой задаются настройки подключения и которая создает отдельное интернет-подключение между вами и своим сервером, как туннель внутри обычного интернет-соединения. Это можно проверить в настройках сетевого подключения при развертывании VPN. Там будет создан и активен новый адаптер с настройками дополнительного сетевого подключения. Кроме этого, VPN-сервера используют сквозное шифрование на всем пути от вас к серверу. Это значит, что вся информация, которая передается между вами и VPN-сервером, зашифрована дополнительным слоем шифрования на всем пути следования. И ни ваш провайдер, ни хакер не сможет расшифровать передаваемое по этому каналу информацию и даже не увидит,
к какому ресурсу вы получаете доступ, так как это закрытый и зашифрованный канал связи. VPN позволяет подменить IP и выбрать сервер по местоположению, с которого и будет посылаться запрос на желаемый сайт, и никто в интернете не сможет узнать об этом. То есть, даже если вы будете сидеть в интернете через общедоступный Wi-Fi, но и включите VPN, ваши данные никто не сможет перехватить, благодаря сквозному шифрованию данных. Поэтому VPN, кроме обхода блока по доступу к сайтам и цензуры, может похвастаться приватностью и безопасностью, так как кроме маскировки местоположения и IP, дополнительно шифрует передаваемую информацию. Но некоторые ресурсы научились распознавать, что запрос идет с VPN, и блокируют такие запросы. Это связано с тем, что многие компании на своих сайтах предоставляют разные услуги и по разной стоимости, в зависимости от локального расположения пользователя, а также прав и лицензий на распространение контента по странам. Однако и VPN-сервисы пытаются предоставить более качественные услуги, поэтому многие VPN научились это обходить. Но есть важный момент. Если не чистить файлы куки, то все это бесполезно, так как слежка за пользователем, сайтами, часто осуществляется через куки, а не по IP. Как и с прокси, пользоваться услугами бесплатных и непроверенных VPN – большой риск, так как VPN тоже может просматривать всю передаваемую информацию. И доверять обработку своих данных бесплатным сервисам опасно, так как если сервис не берет денег за свои услуги, он может зарабатывать по-другому, например, продавая ваши данные. Такие скандалы не редкость. Также бесплатные VPN и прокси часто становятся инструментами хакеров для сбора конфиденциальных данных, поэтому если вы решили воспользоваться услугами VPN или прокси, то к выбору нужно подходить очень ответственно, а также не полениться и просмотреть условия использования и политики конфиденциальности. Любой подобный сервис, скорее всего, будет вести логи пользователей, то есть историю взаимодействия, и важно знать, в каких случаях он будет делиться этими данными с третьими лицами и правоохранительными органами. Тем более, что ни один VPN или прокси, если к нему поступит запрос от органов, не станет скрывать информацию о накосячившем пользователе, так как прикрывать вас ценой своего бизнеса никто не будет. Также одним из важных пунктов выбора VPN является количество серверов в разных странах. Чем их больше, тем лучше. Принимая все вышесказанное во внимание, частая практика, что пользователи налаживают цепочку из VPN и нескольких SOCKS 5 прокси для обеспечения максимальной анонимности и приватности и обхода блокировок любого уровня, будь то провайдер, хаб или конечный ресурс. Часто такие схемы используют программисты для парсинга данных и в попытке добиться максимальной анонимности, приватности и защиты персональных данных, передаваемых по сети. Но если VPN так хорош, то почему до сих пор распространено использование прокси-серверов без VPN? Дело в том, что при использовании VPN по сети через провайдер идет какой-то зашифрованный трафик, в который никто не может заглянуть, но сам факт трафика виден и может блокироваться как неугодный, как, например, в Китае. А использование прокси выглядит как обычный HTTPS-трафик, и при блокировке VPN-трафика такой трафик проходит, но, как мы уже знаем, в ущерб защите передаваемых данных от взлома. Поэтому очень важно ответственно подходить к выбору прокси и VPN, если вы решили, что это вам нужно, и четко понимать, когда их использовать, а когда пользоваться стандартным проверенным подключением к интернету. Также есть такое мнение, что самый лучший и безопасный прокси – это свой, лично развернутый, так как параллельно с возможностями существует много рисков по их использованию. Относитесь ответственно к безопасности своих данных. С вами был Python Hub Studio. До следующих видео. Пока.